Здравствуйте, меня зовут Алексей Исаев, военный историк, кандидат исторических наук. А сегодня тема моей лекции – Пражская операция «Недооцененная страница войны». Я не зря ее назвал недооцененной операцией, поскольку, невзирая на скоротечность и то, что эта операция проводилась уже в мае 1945 года, она стала одной из крупнейших в ходе Великой Отечественной войны. В ней были задействованы более 1 миллиона человек, из этого числа 60% войск, это были войска Первого Украинского фронта Ивана Степановича Конева, 3 танковые армии, включая 2 из состава Первого Украинского фронта, в общей сложности 1767 танков и самоходных орудий, 4000 самолетов всех типов, и 3 советским фронтам противостояли группа армий «Центр» и Австрия. Австрия – это бывший Юг. Общей численностью, по нашим данным, более 900 тысяч человек. Боеспособность этих войск, конечно, была подорвана предыдущими катастрофами и тем, что Берлин пал, а Гитлер покончил жизнь самоубийством. Тем не менее, они сохраняли боеспособность. И нужно понимать, что немецкое командование к тому моменту, как Гитлер покончил жизнь самоубийством и оставил в качестве руководителя страны Карла Дейница, причем Дейниц был на самом деле немало этому удивлен. Он Гитлера не видел с июля 1944 года, то есть он лично с ним встречался уже много месяцев. Но тем не менее, именно его Гитлер выбрал в качестве преемника. Потом Дейницу объяснили эту загадку. Предложил его никто иной, как Шпеер, министр вооружений и друг Гитлера, такой известный архитектор. И вот это вот назначение, оно было сделано, в общем-то, под влиянием момента, ну и в связи с тем, что те люди, которым Гитлер ранее доверял, теперь утратили его доверие. Это имеется в виду Геринг, его преемник по закону, и Гиммлер. Оба были признаны теми людьми, которые являются пораженцами, пытаются идти на соглашения какие-то с западными державами и не хотят продолжать войну. Соответственно, был выбран такой человек, как Карл Дейниц. И надо сказать, что Дейницу досталось прежнее военное командование. И Кейтель, и Йодель сохранили свои посты в высшем военном руководстве. Но не лишне будет заметить, что Дейниц вот эти последние дни развернул кипучую деятельность, а до этого, примерно в 20-х числах апреля, он встречался с такими знаковыми для Советско-Германского фронта фигурами, как фон Бок и Манштейн. Соответственно, он с ними обсуждал перспективы войны, перспективы сохранения хотя бы части германских вооруженных сил. И когда он был назначен Гитлером в качестве преемника, то есть рейхспрезидента, он попытался заменить вот эту уже изрядно, я думаю, всем надоевшую парочку Кейтеля с Йодлем на кого-то из тех, кому он доверял, и попытался заменить на Манштейна. И Манштейна банально не разыскали. То есть в этом был такой парадокс последних дней войны, когда даже назначение тех или иных персон оказывались проблематичными. Фон Бок буквально в первые дни мая был убит в результате налета англо-американской авиации штурмовиком на одну из дорог Рейха и тоже не попал, что называется, в обойму в последние дни войны. Однако у Кейтеля и Йодля были на момент назначения
Деница еще достаточно серьезные силы, если смотреть в абсолютных цифрах. Если мы посмотрим в абсолютных цифрах, это уже данные непосредственно германского верховного командования, но, естественно, оно не располагало точными сведениями о численности войск, но, тем не менее, всего округленно имелось в распоряжении Деница 1,5 миллиона человек под ружьем. Из этого числа, соответственно, в группе армий Австрия 450 тысяч человек, в группе армий Центр 600 тысяч человек. Кроме того, оставались такие, можно сказать, огрызки, входившие в армию Восточная Пруссия, это около 100 тысяч человек в устье Вислы и на косе Фришнеринг. Кроме того, было еще такое главнокомандование Юго-Восток, это еще 180 тысяч человек. Ну и, наконец, в Курляндии сидели 200 тысяч человек. Вот эта вся масса войск, она, разумеется, не могла быть целиком маршами переброшена на запад и сдана западным союзникам, но, разумеется, Денис предпринял определенные усилия для того, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. И у нас есть сейчас, советское командование этим, кстати, не располагало, и вот очень такой занятный момент – это механизм принятия решений по Праге. Но, как мы сейчас знаем из захваченных документов, немецкое правительство во главе с Деницем рассматривало в качестве первоочередной задачи спасение армий Шернера и Рендулича, то есть как раз-таки групп армий Центр и Австрия. Причем хотелось бы отметить, что Шернер был вот в этом завещании Гитлера назначен еще и главнокомандующим сухопутными войсками. И в документах совещаний у Деница прямым текстом следует такая фраза: «Необходимо всеми средствами продолжать борьбу на Восточном фронте». Ну и одновременно правительство Деница не питало никаких иллюзий относительно обстановки в Чехословакии, точнее будет сказать в Чехии. И на совещании 3 мая 1945 года было прямо сказано, что Богемия стоит на пороге революции. Восстание считалось практически неизбежным. Но не восстание, конечно же, рассматривалось как основная опасность. Конечно же, основная опасность для группы армий «Центр» исходила от советских войск, которые охватывали на тот момент группу армий «Центр» из севера и с юга. И в развитие событий вмешалась еще и политика. Но давайте по порядку. Хотелось бы отметить, что решение Ставки Верховного Главнокомандования на проведение Пражской операции оно последовало еще когда в Берлине шли бои. То есть 1 мая 1945 года Ставка Верховного Главнокомандования приказывает Первому Белорусскому фронту сменить войска Первого Украинского фронта на позициях под Берлину, а Конев, то есть командующий Первым Украинским фронтом, получает приказ использовать вот эти высвободившиеся войска, которые сменили под Берлином, развернуть их в направлении Дрездена и на Прагу. На следующий день, 2 мая, директиву Ставки на наступление на Прагу получил Второй Украинский фронт. То есть все было сделано на самом деле заранее. И первоначально дата перехода двух фронтов наступления была назначена 7 мая. Ну, это вполне логично. Мы, конечно, не можем проследить все мотивировки Ставки. Имеется в виду, конечно, в первую очередь Сталин и Антонов. Но, конечно же, задача номер один вполне очевидна. Это разгром наиболее боеспособной группировки противника.
в лице группы армий «Центр». И здесь стоит сделать некоторое отступление, такое как бы содержание предыдущих серий. Дело в том, что группа армий «Центр» в тот момент была, пожалуй, наиболее проблемным участком для Красной Армии, я имею в виду последние недели войны, ввиду того, что она оборонялась, будучи достаточно многочисленной и руководимой таким энергичным человеком, как Шернер, причем энергичным в том числе в буквальном смысле и в смысле казней дезертиров. Шернер прославился в последние недели войны, месяцы войны, тем, что очень активно вешал тех, кто оставлял позиции, дезертировал из армейских подразделений или из фолькштурма. И вот эта вот удерживаемая, прямо скажем, ежовыми рукавицами группа армий «Центр», она доставила немало неприятностей Красной Армии в начале 1945 года. И назначение Шернера оно произошло в разгар проведения Вислоудерской операции. Он сразу очень энергично взялся за дело. И в итоге такое было скандальное отстранение Ивана Ефимовича Петрова, командующего 4-м Украинским фронтом, с формулировкой «за обман ставки». Он был снят с поста командующего 4-м Украинским фронтом. Его место занял Андрей Иванович Еременко. Такой у нас был генерал, который регулярно расхлебывал кашу за другими. Надо сказать, что за Петровым он расхлебывал кашу во второй раз в своей жизни. Первый раз он это делал в январе 1944 года, когда Петров был отстранен за неудачу высадки у мыса Тархан, это под Керчью, в Крыму. Ну вот теперь ему пришлось во второй раз менять Петрова на должности. На этот раз это была должность командующего 4-м Украинским фронтом. И Еременко постарался, что называется, привести войска в порядок и проводить операцию, которая впоследствии получила название Моравско-Островская. Она не тема нашей сегодняшней лекции, хотя сама по себе имеет определенный интерес. И единственное, что я хотел бы отметить, это то, что Еременко столкнулся с серьезными укреплениями, плюс опять же еще в зимне-весенний период, в условиях раскисшей почвы. И глубокого продвижения добиться не удалось. И соседний Первый Украинский фронт, он тоже был снят, развернут на Берлин после нескольких попыток прорыва в тыл, во фланг группы армий «Центр». Не сказать, чтобы блестяще удавшихся. Нельзя сказать, что на момент, когда Конев был вызван в Москву, дела у него шли блистательно, и он стоял в 2 шагах от победы. Это все же не так, были довольно тяжелые бои, опять же в условиях весенней распутицы. Я думаю, что Конев очень сильно обрадовался, когда ему сказали, что надо оставить все операции на его левом фланге, то есть как раз против группы армий «Центр», Шернер, точнее против главных сил группы армий «Центр», развернуться и бить на Берлин. Ему противостояла тоже часть сил Шернера, но более такая податливая, потому что в тот момент этот участок был спокойным. Это все была такая преамбула, ведет она к тому, что советское командование достаточно серьезно оценивало группу армий «Центр», ее численность, боеспособность, и в силу этих причин, собственно, и была спланирована Пражская операция, но вот это вот заблаговременное планирование Пражской операции, оно еще и пришлось на момент очень тонкий взаимоотношений с союзниками. Дело в том, что на момент планирования Пражской операции
Эйзенхауэр, который регулярно посылал информацию в советскую ставку и Генштаб о текущем положении войск союзников, но это был вполне нормальный обмен информацией между воюющими плечом к плечу, а теперь уже практически соприкасающимся войсками двух великих держав. На момент планирования он говорил о том, что американские войска не собираются входить на территорию Чехословакии, а вот в разгар планирования Пражской операции 4 мая 1945 года Дуайт Эйзенхауэр обращается к Антонову, начальнику советского генштаба, и сообщает ему о намерении продвинуться в Чехословакии до рек Волтава и Эльба. Если нанести эти планы на карту, то получается, что Прага оказывается на направлении наступления американцев. То есть американцы, вполне возможно, в случае реализации этого плана, стали бы хозяевами Праги. Но это то, что было на поверхности. Как мы сейчас знаем, в стане союзников, опять же напомню, незадолго до этого президент Трумен сменил Рузвельта, умершего, и, естественно, новая метла, новый президент, они решили мести по-новому. В определенных, опять же, рамках. Но, тем не менее, 30 апреля 1945 года Уинстон Черчилль пишет новому президенту США следующее. «Освобождение вашими войсками Праги и как можно больше территорий Западной Чехословакии может полностью изменить положение в Чехословакии». И вот эта резкая, опять же, смена планов союзников, она явно была инспирирована именно этим обращением Черчилля. Все это мы знаем сейчас. Естественно, советское командование подоплеки этих событий не видело, но Антонов отреагировал достаточно жестко. Он сказал, что в ответе Эйзенхауэру, что резкая смена планов представляется немотивированной, и у Красной Армии уже есть войска в Чехословакии, и если американское командование будет пытаться продвигаться в Чехословакии, то будет перемешивание войск. Ну и, разумеется, речь не шла о столкновении, но тем не менее речь шла о том, что может быть перемешивание войск. И здесь надо сказать, что американцы, несмотря на достаточно такие, я бы сказал, правые воззрения Трумэна, трезво смотрели на вещи и были кровно заинтересованы в том, чтобы советские войска участвовали в кампании на Дальнем Востоке. И действительно, на встрече Большой Тройки в Ялте советское военное и политическое руководство уверило союзников, что ровно через 3 месяца после окончания войны в Европе советские войска вступят в войну на Дальнем Востоке. И именно советские войска могли дотянуться до промышленных мощностей в Маньчжурии, которые были последней надеждой японцев. Ну и как мы, опять же, сейчас знаем, не обманули и ровно через 3 месяца вступили в войну с японцами. И ссориться ввиду вот этой вот перспективы участия Красной Армии в войне с японцами американцы, разумеется, не хотели. То есть о том, чтобы идти на какие-то демарши, вне зависимости от своих политических воззрений, речи не было. И Трумэн, тут опять же такая черточка его биографии и такая особенность, позволяющая правильно оценить его телодвижение. Он был тем человеком, который надзирал за расходованием военного бюджета. И вот эта такая должность бухгалтера, конечно, в кавычках, она способствовала его реалистичному взгляду на мир и тому, что он хотел как можно быстрее завершить войну на
Европейском театре военных действий, так и на Дальневосточном театре военных действий. Поэтому, естественно, получив довольно резкую отповедь, Эйзенхауэр занял вполне определенную позицию, не собираясь двигаться дальше на восток. И более того, была занята довольно жесткая позиция в отношении вот этой вот, так сказать, стихийной сдачи американцам тех немецких частей, которые выходили на те рубежи, которые были достигнуты американскими войсками. В Чехословакии в тот момент действовала армия Паттона. Но я думаю, в тот момент, 4 мая, Алексей Иннокентьевич Антонов был, можно сказать, воодушевлен тем, что подготовка к наступлению на Прагу идет полным ходом. Я бы сказал, даже завершается досрочно. И тем более Антонов был доволен, что пошли на Прагу практически с места в карьер, не дожидаясь даже завершения боев в столице Германии, формально уже на самом деле завершения боев. И все было готово, практически готово, за, пожалуй, одним исключением. Одной из главных, так сказать, ударных сил Первого Украинского фронта, и именно на ней я бы хотел акцентировать внимание, 4-я гвардейская танковая армия Лелюшенко. Она не была пополнена и насчитывала всего 309 танков ИСАУ. На тот момент для танковой армии, которая состояла из 3 корпусов, это было мало. То есть штатная численность на самом деле была как минимум вдвое больше. И вот эта вот спешка в разворачивании войск на Прагу объяснялась еще и вот каким фактором. Дело в том, что на границе между Германией и Чехословакией еще с 20-х годов строились укрепления. Причем на самом деле наиболее такие развитые и сильные технические укрепления были как раз там, где наступал Еременко в Моравско-Островском районе. А с продвижением вперед открылись укрепления, прикрывавшие непосредственно Прагу, они были более легкими. Справедливости ради, надо сказать, что они, конечно, были менее мощными, чем те, которые пришлось штурмовать войскам Еременко, но они отличались тем, что по дороге на Прагу из района Дрездена, откуда, собственно, начиналась советско-пражская операция, нужно было преодолеть не один рубеж, а минимум 2 рубежа. И, опять же, в зависимости от выбранного маршрута, требовалось пройти через 3 линии укреплений, и одна из этих линий, собственно, прикрывавшая границу, она проходила по Рудным горам. И я думаю, что все прекрасно понимают, что если бы немцы заняли линии укреплений серьезные с долговременными сооружениями, то быстрый прорыв на Прагу не состоялся бы. Просто по той простой причине, что на несколько дней могли застрять советские наступающие части, тем более подвижные части, которые были не приспособлены для штурма долговременных сооружений, на вот этих вот бетонных коробках, оставшихся еще со времен Бениша, тогдашнего 30-е годы, президента Чешской Республики. И иногда эту линию называли, кстати, линией Бениша. В целом укрепление на границе Чехословакии и Германии называли линией Бениша. И вот в боях ей участвовать не пришлось в 1938 году, но в 1945 году эти укрепления были задействованы немцами, и если бы оказались заняты те укрепления, которые прикрывают Прагу, это, конечно, серьезно бы осложнило дело. И именно поэтому стремились наступать как можно быстрее. Первый Украинский фронт начал наступать досрочно. Он начал наступать при плановом
плановой дате начала операции 7 мая. Он начал наступать уже 6. И, естественно, это наступление было в первую очередь развернуто танковыми армиями 4-й гвардейской танковой, 3-й гвардейской танковой, соответственно, Лелюшенко и Рыбалка. Советские части довольно быстрым темпом продвигались вперед, то есть если в первый день они продвинулись только на 22 километра, ну, на самом деле не так мало для первого дня операции уже стабилизировавшегося фронта, то на второй день они прошли уже 45 километров. 7 мая 1945 года к наступлению присоединился Второй Украинский фронт, но ему было двигаться до Праги все же несколько дальше, хотя и на его пути не лежало никаких серьезных укреплений. Вообще это был такой план «Б». То есть если бы у Конева не получилось, то имелся план «Б» и прорыв к Праге Малиновского. Другой вопрос, что он бы подошел к Праге несколько в других условиях. Войска Малиновского, надо сказать, двигались довольно бодро и уже в первый день прошли 50 километров. Но все равно в условиях мая 1945 года счет шел на часы. И здесь нельзя не сказать, что немцы проявили определенную заносчивость даже в условиях, когда все было потеряно, когда уже катастрофа стала свершившимся фактом. И речь могла идти вроде бы только о спасении, но тем не менее на какое-то время Шорнеру сказали удерживать территорию, и считалось, что, во-первых, удержание территории может способствовать каким-то политическим преференциям, это во-первых, а во-вторых, удержание территории оно способствовало удержанию морального духа войск. Был выдвинут на самом деле сомнительный тезис о том, что если прямо сейчас отступать, то войска сразу посыпятся. Хотя, наверное, Шорнеру было виднее, он реально оценивал боеспособность своих войск в реальных условиях мая 1945 года. Но, тем не менее, группа армии Шорнера начала отход не сразу. То есть она начала отступать отнюдь не 1 мая 1945 года, и это давало фору. Но эта фора составляла буквально несколько дней. То есть изюминка пражской операции, она как раз заключается в том, что нужно было использовать такое окно возможностей, пока к Праге не подошел Шорнер своими главными силами, какие-то крупные силы немецкой пехоты и танков, которые могли создать большие проблемы для советских войск, тем более не успевших пополниться в ходе пражской операции, и тем более, когда 5 мая 1945 года вспыхнуло восстание в Праге, то пражане, восставшие партизаны и вообще чешское подполье, оно оказалось в весьма сложном положении. Политически подполье возглавлял такой Чешский национальный совет, сокращенно ЧНС. И вот этот Чешский национальный совет, он поднял восстание, причем такая вот деталь своеобразная, показывающая обстановку 1945 года, она была на самом деле такая многослойная. И когда пытаются представить ситуацию в Праге однозначно, она не была однозначной, и линии развития были, собственно, такими. Был пражский, немецкий комендант в Праге, генерал пехоты Туссен, который осознавал приближающийся крах Третьего рейха. И начал он его осознавать, естественно, не в мае 1945 года. Он заранее вел переговоры с чешским подпольем. И его план был объявить Прагу открытым городом. Тем самым сохранить ее, ну и, как вы сами понимаете, сохранить себя генерал Туссен хотел в качестве человека, который позволил избежать разрушения Праги.
В распоряжении Туссина было примерно 9-10 тысяч человек пражского гарнизона. Это, конечно, ни о чем, откровенно говоря, в масштабах группы армий «Центр», но надо сказать, что Шернер так слышал о этих всех идеях Туссина договориться с подпольем и относился к этому всему категорически отрицательно. Что было у немцев, кроме этих 9-10 тысяч человек, собственно, в Праге? Во-первых, в окрестностях Праги формировалась дивизия СС Валенштейн. Это в честь военачальника времен 30-летней войны 17-го столетия. Находился полк фюрер дивизии СС Рейх и еще ряд частей и подразделений в ведомстве Гиммлера. И надо сказать, что Туссин-то был не единственный такой вот центром силы в Чехословакии, в Чехии. Помимо него там находился такой человек, группенфюрер СС фон Пюклер-Бургхаус. Вот этот вот Пюклер-Бургхаус, он как раз-таки относился к фанатикам, которые не собирались сдаваться. И он, в отличие от Туссина, как раз имел в своем подчинении вполне себе боевые части, которые могли доставить немало неприятностей всем, и Красной Армии, и повстанцам. И вот Пюклер-Бургхаус, если брать его там формальную должность, это командующий войсками СС в протекторате Богемии и Моравия, то есть в Чехии, и фактически руководитель полиции Праги. Он даже собирался арестовать Туссина, поэтому если кто-то думает, что это было такое совершенно бархатное восстание, обреченное на удачу, это все же неправильно. Восстанию требовалась помощь, и руководители восстания, его, естественно, военные организации руководили подпольщики из числа военных чешских, тех, кто ушел в подполье после событий 1938 года. И поэтому... Так вот, естественно, в первую очередь Праге могли помочь войска Первого Украинского фронта, но они были не единственными, кто откликнулся на призыв ЧНС. Кто-то может подумать, что откликнулись американцы. Да, но нет. Если быть совсем точным, то американцы посылали разведывательные группы, которые, в принципе, довольно далеко продвигались по такой, я бы сказал, территории, формально относящейся к полосе группы армий «Центр». Но это были не они. Как я уже сказал, Эйзенхауэр все же запретил продвижение дальше в Чехословакии. А откликнулся такой своеобразный персонаж, назовем его прямо предателем. Это командир 600-й пехотной дивизии, как она нумеровалась в германских вооруженных силах. Она 600-я пехотная дивизия, или первая русская. Это была дивизия коллаборационистов, входящая в состав РОА, Русской освободительной армии, так называемой Власова. Такой тоже известный, я думаю, многим деятель коллаборационистского движения, предатель, перешедший на сторону немцев. Надо сказать, что Шернер видел Власова и дал ему очень такую емкую характеристику «фантазер». Откуда она взялась, эта дивизия? Немцы пытались бросить власовцев в бой дважды. Один раз они пытались это делать в феврале 1945 года в борьбе за Одерские плацдармы. Тогда у них, можно сказать, вообще ничего не получилось. То есть даже в кризисной обстановке борьбы за плацдармы местный немецкий командующий сказал: уберите от меня это. Это решили использовать в более спокойной обстановке в апреле 1945 года для контрудара по плацдарму, занимавшему войсками 33-й армии недалеко от Франкфурта на Одере. Дивизия пошла в бой, толку это не принесло, и, что называется,
возмущенные тем, что они убежали от комиссаров, а теперь их снова кто-то гонит в бой, власовцы отправились, нарушили все приказы. Кстати, Шорнер на допросе в советском плену, он прямо это говорит, что 600-я дивизия пехотная там дважды нарушала приказы. Ну, нарушили приказы и отправились в Чехию в поисках какого-то выхода, политического выхода из той ситуации, в которой они оказались, как предатели в умирающем Третьем рейхе, предатели своей страны. И вот это вот пражское восстание, оно, казалось бы, давало им такой шанс политически, подчеркну, именно политически выйти из той ямы, в которую они сами себя загнали. Власские части отправляются в Прагу, и вырисовывается вполне такой очевидный план: занять Прагу, помочь восстанию, и затем эту Прагу, что называется, на блюдечке с голубой каемочкой преподнести американцам. Американцы должны были, видимо, от этого прийти в большой восторг и со спостертыми объятиями принять этих, так сказать, молодцов в немецкой униформе в свой плен. А то и просто отправить куда-нибудь жить в теплые места. Но этот план не сработал. Вот эти отправленные к Праге части, они, во-первых, мало чего добились. Ну и по сути все свелось, если вот так вот наиболее таким резким телодвижением, это была попытка выставить немцам ультиматум в Праге. Ну, на больше они, откровенно говоря, были и не способны. Очень быстро выяснилось, во-первых, что американцы к Праге идти не собираются. Это было довольно точно выяснено именно у самих американцев, у разведгруппы. И второй момент, ЧНС, чехи сами, они старались как можно сильнее дистанцироваться от власовцев и брать с них обещания о том, что они капитулируют перед советскими войсками. Причем надо сказать, что именно ЧНС, он не был прокоммунистическим. Просто об коллаборационистов никто марать руки не хотел. Ну и, разумеется, совершенно будет смешно рассуждать о том, что вот эта вот 600-я пехотная дивизия, она была способна остановить массу из сотен тысяч человек, неплохо вооруженных, которая шла в этот момент на запад. Собственно, главные силы группы армий «Центр». Поэтому Буниченко, он был впоследствии казнен вместе с Власовым в 1946 году. Уже 23 часа 7 мая принимает решение вывести части своей дивизии из Праги. И следующим утром власовцы уходят из Праги, утром 8 мая уходят из Праги, направляются в сторону Плзеня и дальше с целью сдаться американским войскам. В Праге восставший ЧНС, ну и на самом деле ЧНС как бы знал, на что шел, когда дистанцировался от власовцев, и пражское восстание, оно оказывается один на один с немцами. При этом понятно, что Туссин хотел сдать город, сделать его открытым городом, а Пюклер-Бургхаус был настроен как раз вполне решительно на удержание и Праги, и на самом деле такого коридора для отхода войск Шернера на запад. К Праге подходит 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Он известен также еще как корпус черных ножей. Оружейники Златоуста сделали для каждого из бойцов корпусов, когда в 1943 году он уходил на фронт, по ножу в черных ножнах. И вот иногда такие легенды ходят о
о том, что немцы называли этот корпус Шварцемессер, то есть черные ножи. Но так или иначе это заслуженное соединение, гвардия, 4-й гвардейской танковой армии, и оно стремительно приближается, соединение бригады, к Праге. Причем последним импульсом и последним препятствием для рывка на Прагу была уже усталость экипажей, потому что они шли довольно бодрым темпом по горным дорогам. Конечно, это не серпантин какой-то, но тем не менее, с точки зрения водителей и танков, и машин, было утомительно. И вот что написано в отчете корпуса. Импульсом для последнего броска стало отношение населения страны, по которой ехали русские танкисты. Наматывали километры в направлении Праги. В отчете корпуса прямо написано: благодаря радостной встрече населения деревень и городов Чехословакии, лежащих на маршруте наступления, личный состав корпуса напряг все силы на быстрейшее выполнение задачи. И в итоге до Праги днем 8 мая и в ночь на 9 мая, первые часы 9 мая, две бригады корпуса, которые шли впереди, они прошли 130 километров. Это очень много, даже по меркам каких-то там немецких блицкригов 40-го года там, в Европе. Это действительно много, и действительно это потребовало элементарно даже больших физических усилий. От бригад выделили передовые отряды, которым было поручено ворваться в город, ну и разведать обстановку. При этом четко говорилось: не перебить бы повстанцев и мирное население. Были предупреждены о том, что надо действовать осторожнее. И танкистам повезло. Они встретили на окраинах Праги баррикаду, занятую чешскими повстанцами, и их танкистов проводили дальше, дали им проводников в город. И по воспоминаниям командира 63-й гвардейской танковой бригады Фмичева, довольно тяжелый бой был в центре города у Карлово-Манесова мостов. Еще одна 62-я гвардейская танковая бригада вышла на западную окраину Праги, на станцию Рузина. И, насколько я себе представляю географию города, это как раз там, где ныне водрузили чехи смешной памятник власовцам. Ну, вот такой вот была ирония судьбы, что на самом деле там как раз проходили советские танкисты. К 11 часам они вышли в Рузино в 5 утра 9 мая, в 11 они уже владели районом Дворца президентов и мостом через Волтаву. Вот в этих ночных боях, собственно, была поставлена точка в бою за город Прага. И иногда утверждают, что к тому моменту советские войска входили уже в сданный немцами город. Это не так. И по отчетам, по советским отчетным документам, по донесениям прослеживается, что их противником как раз стал полк фюрер из Дасрайха. И потери 62-й гвардейской танковой бригады составили 1 танк подбитыми, 7 человек убитыми и 17 ранеными. 63-я гвардейская танковая бригада потеряла 6 человек убитыми, 21 человека ранеными. И это заставляет сделать вывод, что бои все же были. И здесь речь шла именно о такой проекции силы. То есть понятно, что две бригады, они были вестниками того, что в город сейчас войдет основная масса двух советских танковых армий. Так оно произошло. То есть в 6:00 в Прагу входит передовой отряд 69-й мехбригады, самоходной артиллерийской бригады, мотоциклетного полка уже из армии Рыбалка. И вот в 13:00 точку в боях за Праги поставила как раз бригада 55-я гвардейская из армии Рыбалка, которая дошла до центра Праги гостиницы Астория, и там боевые действия были прекращены. Но тем не менее, практически до вечера, опять же по советским отчетным документам, совместно с пражанами, восставшими в Праге, отлавливали последних фанатиков.
Собственно, вот этот вот эсэсовец, о котором я упоминал, Пюклер Бургхаус, он из Праги вышел, и дальше его нагнали уже 11 мая, и он, собственно, вот в этих боях, там, по разным данным, или покончил жизнь самоубийством, или был убит. Ну, до вечера 9 мая отлавливали отдельные группы фанатиков, а после этого по приказу командования фронтом и командующего армией Лилюшенко бригады вышли из Праги, то есть им даже четко было указано никаких празднований. Выходим из города и занимаем основные дороги, потому что ожидалось то, что, как говорится, с востока сейчас подойдут крупные силы немцев, с которыми придется драться. Но, к счастью, без этого обошлось, поскольку как раз в это время, 9 мая, широковещательно объявлялась о безоговорочной капитуляции, о капитуляции в Карлсхорсте. На всякий случай я замечу, что капитуляция в Реймсе такого эффекта не имела, а вот капитуляция в Карлсхорсте, она 10-11 мая в купе с перехватом узла дорог в Праге привела к капитуляции группы армии Шорнера, причем в плен было взято ни много ни мало, а около 900 тысяч человек. Потом еще Третий Украинский фронт собрал еще там 180 тысяч человек. А так вот в Чехословакии была взята действительно очень крупная группировка немецких войск. И вот эти пленные, они отправились на стройки народного хозяйства, восстанавливать страну, поскольку по договоренностям, опять же, с союзниками, Советский Союз получал репарацию в виде труда военнопленных. Считал, что это более эффективно, чем ждать неизвестно сколько, каких там денег. И дадут их, в итоге не дадут. Таким образом, вот этот вот бросок на Прагу, он, с одной стороны, действительно привел к капитуляции крупных сил немцев, с другой стороны, он позволил избежать кровопролития в Варшаве, позволил избежать кровопролития в Праге именно в разрезе того, что до Пражского восстания не дошла основная масса войск Шернера. Ну и также Пражская операция, она стала таким вот политическим демаршем, который показал, что Советский Союз обладает определенными, так сказать, военными, в первую очередь, конечно, политическими интересами в Восточной Европе и намерен их отстаивать. Поэтому Пражская операция, она во многом недооценена, она идет, как бы, вот, что называется, в виде их титров к фильму, то есть фильм кончился, что называется, 2 мая гарнизон Берлина капитулировал, и вроде бы все с этим прекратилось. Нет, не все. Как раз таки в последние дни проходили вот эти бои за Дрезден, бросок на Прагу, и уже после этого действительно пошли титры, точнее пошли уже колонны пленных в советский плен. Это и группа армии Курляндия, и 100 тысяч в устье Вислы. Ну и таким вот импульсом стал как раз сдача группы армии Центр, наиболее сильной на советско-германском фронте. Она была, что называется, нагнана и уничтожена.